Привет, народ! Меня зовут Александр. Я продолжаю вам делать обзоры о том, как я живу с автомобилем Lada Vesta. Значит, в прошлом своем обзоре я вам рассказывал о том, как лучше сделать ручки, чтобы они не скрипели, потому что издает верхняя планочка вот это вот скрип. Вот. Соответственно, я слегка доработал это уже на второй день после. Спасибо огромное ребятам, которые посоветовали в комментариях мне кое-что сделать. Значит, все, что я проклеивал, оставил там же, но остальные места я промазал вот такой вот смазочкой. Вот так она называется. Это не реклама этой смазки. Просто мне такую дали. Я сказал, чтобы она попросил мне, сказал, чтобы была безвредна, не разъедала пластик. По максимуму там оставалось влажной, да, не высыхала и не была ни как бы агрессивной, не вонючей и безопасной, скажем так, для здоровья. Ну, сказали, вот это мне подойдет, подарили тюбик, сказали, за другой не приезжать, все равно лучше у них не было. В общем, что, смазал я, то есть мохнатная поверхность, которую проклеил, я оставил тем же самым, такими же, ничего я с ними не делал. Остальной пластик внутри я смазал, где возможно трется там ручка или еще что-то, ну, там, знаете, есть дело. И, соответственно, все пропало, никаких звуков нет. Сделал я это на второй или третий день, точно не помню, после того, как выложил ролик. Посмотрите, сколько времени прошло. То есть была и жара, и дожди, и все что угодно. Все три ручки просто шикарно. То есть они не издают ни единого звука, чему я очень порадовался. Но недолго радость моя длилась, и появился новый скрип. Причем скрип появился вот в этой части автомобиля, где-то вот здесь. Вот. Я снимал обшивки. Эх, неудобно, простите. Снимал вот эту обшивку, я потом покажу вам зарисовку, вернее, вставлю кусочек видео. Вот эту обшивку снимал, сиденье отгинал. Ну вот идет звук. Вот это до конца не разбирал. Но все равно. Кстати, вот здесь вот очень интересно сделано все. Мне очень понравилось, когда я все это разобрал. Разбирается очень легко, но сделано очень удачно. Вообще замечательно. Внутренняя отделка автомобиля. То есть это шумоизоляция боковушек, да, все вы увидели. Смотрите, чтобы они скрипели, эти штучки резиновые. Резиновые сделаны, но это упорчик, кстати, мягкий. Вот, ну, я думаю, сделано, не каждая иномарка себе позволяет, если кто не в курсе, вот такой вот. Может быть, она особо ничего не дает, эта ворсистая гадость, но, тем не менее, она есть. Ну, да, вот видите, изолентой заматывал, думал, может, тут что-нибудь скрипит там. Все вот эти вот промазывал, все силиконом снимал их, ничего не помогало, скрип идет. Езжу я один обычно, ну, если с кем-то езжу, ну, искать с людьми, которые не умеют искать скрипы, ну, себе дороже, потому что нервы не железные, не выдерживают. Вот, но скрип все-таки был найден, я сейчас вам покажу, что это. Если у кого-то будет, сразу тут ничего не разбирайте, вот, сразу лезьте туда и, в общем, все у вас будет хорошо. Кстати, скрип пропал, чему я очень рад, теперь в машине у меня звуков вообще нет никаких. То есть я еду просто шикарно. Вот. Значит, как обычно, у меня хлам в багажнике, простите. Скрипит вот эта вот планка. Я сначала расстроился, ну, она у меня заклеена, вот этой как антишум, антискрип. Просто я не стал в голосе забивать, что-то там придумывать. Я взял кусок, отрезал, приклеил. И нормально. Ну вот здесь вот уже порвал. Что-то вез страшное. В общем, планочка, не знаю, будет вам сейчас видно, скрипит вот в этом месте. Вот видите промежуточек. Вот. То ли он плохо приварен, то ли еще какие-то там трудности. Но это сейчас не суть дела. Вот. Если его взять рукой и прям вот по-серьезному пошатать, то был раньше звук. Сейчас его нет. Вот, значит, сюда я вставил шлицевую отвертку чуть-чуть и чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть прям отогнул. Прям уменьшился. Скрип уменьшился, он прям был на перекатах такой противный до ужастиков. Вот прям раздражал вообще очень сильно. Потому что я часто езжу по проселочным дорогам, ну, так пришлось мне
каждые выходные, в общем, я езжу на дачу. Вот, дороги там своеобразные, вроде ровные, но много очень перекатов, поэтому звук очень сильно был слышен. Вот, потом я не стал себе голову сильно забивать, я решил ВДшкой все, так сказать, смазать. В общем, снимал вот эти вот половинки во все отверстия, да, вплоть вот в такие. Там есть отверстия. Но здесь их у вас их много здесь. Вам здесь будет гораздо легче. Мне пришлось с той стороны разбирать и пшикать. Вот. С этой стороны я вам потом покажу, как это все выглядит. Тоже видео кусочек вставлю. Мне очень понравилось, как вот здесь вот сделано. Тоже приятно. Вот. Скрип пропал. Отгинаем. Посмотрите внимательно. Я никогда не видел такого. Я вообще мало видел наших отечественных автомобилей. Вот. Ну, сколько я видел, вот такого я не видел никогда. Вы посмотрите, провод закреплен. Провод закреплен. Все закреплено. Даже вот этот поганенький провод, прорезиненная втулка стоит. Закреплен, закреплен. Все закреплено. Это для меня... Ну, несомненный плюс. Ну, не рад я, что он именно в этом месте. Поиски его были очень долгие. Я и лазил смотреть подвеску, и тросики ручника там обматывал, чтобы они не болтались. Ну, там ничего сложного. Кусок шланга вставляете в отверстие, и там замечательно. Ни звука, ни скрипа, ничего нет. Вот, собственно, наверное, и все. В целом, мне даже слегка понравился поиск, но не понравилось, как скрипел. Нашел бы я это все гораздо быстрее. Вот. Недавно общался с людьми, очень весело разговаривают про эту машину. Вплоть, мне просто, я не знаю, что им отвечать. Потому что, когда мне говорят, у тебя же сзади войлочные подкрылки, я говорю, что? Ну как? Они же будут мокрые. Я говорю, что? Они не могут ответить, почему. Ну, будет машина гнить. Ну, какие-то странные доводы. Я говорю, вообще, на чем до этого ездили-то, я не пойму. Например, еще у второго фокуса, самого первого, и, по-моему, у первого фокуса тоже были подкрылки мохнатые и нормально. Просто есть одно правило по мохнатым подкрылкам. Если вы их будете мыть, вот, никогда не мойте их химией. Мойте просто водой, вот простой водой, там с мойки высокого давления. В этот раз у меня получилось. Обдайте их, то есть грязь, сбейте, и все. Никогда не мойте их химией, потому что когда вы будете их мыть химией, им же придана определенная форма и определенный, ну, там, скажем, клей, да, пусть будет так название, там, я не знаю, как этот состав называется. Вот, он придает форму. И эта химия, допустим, да, кислотный какой-нибудь там или щелочной, там, я не знаю, какой состав, вот, он разъедает. И тогда у вас просто она обвисает, становится как тряпка, и будете вы все несчастные и тому подобное. Я за свою жизнь видел такие вещи, ну, не так уж и часто, когда работал на Форде, но такие вещи бывают, и, не знаю, страшно это, не страшно, но бывает. Что еще? Значит, на всякий случай, вот они такие штучки. Здесь, да, это концевики закрытия дверей, они стоят везде. Здесь вот, если вы увидите, вот пленочка уже я наклеил на всякий случай. То есть, чтобы вот это пузырь. Блин, не видно. Вот это не стерлось, это пузырик. Просто, ну, я клеил без воды, как наклейку. И остался пузырик, но я не переживаю. В общем, наклеил я их везде, чтобы мало ли что трется вдруг, то пускай трется об пленочку. В поисках скрипа даже вот здесь наклеил пленку. И с одной стороны, и с другой. Вот. Ну, ни скрип не здесь, пленку сдирать не стал, как-то все равно. Значит, вот здесь еще, видите, у меня тут идет пленка. И вот здесь вот маленький кусочек я сделал. Багажник бьет, если сильно закрываете, бросаете, вот здесь вот бьет по бамперу.
Причем у меня этого не было, вот честно скажу, до просмотра ролика. Вот просмотрел ролик, баллы показал, что не убьет. В тот же вечер у меня пришли мега-тестеры автомобиля. Начали вдвоем прыгать по багажнику, ну, руками. То есть, как там он держится, не держится. Я им сказал, что они идиоты. Вот. Ну, то есть, там в закрытом состоянии на него давят. И как он там гуляет, не гуляет. Ну, люди странные существа. Ну, что с ними взять, сделать? Вот. И потом на эту сторону у меня начался удар. Причем этот удар на всех, по ходу дела, автомобилях именно в эту сторону. Потому что не у меня первого, и я думаю, не у меня последнего это будет. Ну, да не суть. Я наклеил пленочку и никаких проблем не вижу. Можно вот эти штучки выкрутить. Не видно, но все поймете, что это такое. Но тогда он хуже закрывается. Вот у меня она выкручена, то есть он раньше закрывался, прям щелк, все, никаких проблем. Я выкрутил посильнее, ну, видимо, пошел чуть перекос. Надо регулировать замок. Ну, не знаю, может быть буду, может быть нет. Ну, в общем, как-то так. Расход по-прежнему у меня 9,8-10 литров по городу с кондеем. Причем, что самое странное, что с кондеем, что без кондея у меня показывает. Сбросить пробег, не пробег, а именно расход не могу. Почему-то, не знаю почему. Я и читал в книжке, ничего не выходит. Ну, ладно, я думаю, переживу. Но пока, в принципе, все. Больше никаких страшных вещей меня не посещало. В салоне все тихо. Ничего нигде не стучит, не скрипит. Вот. Ну, если заскрипит, я вам обязательно об этом сообщу. Ну, спасибо всем за просмотр. До свидания. Вот. Обязательно у кого есть, выглядит не очень, есть возможность иметь, не очень эстетично, зато очень практично. Уже попал не под первый дождь, стекло без капель. У меня стекла просто таким образом настроены, ну, хоть маленький дождик идет, он мне четко попадает. Мне неудобно. Выглядит не очень практично, но, вернее, эстетично, но зато очень практично. Причем клей берите 18 сантиметров. Вот, иначе вот это вот, когда зеркало складывается, прям впритык, остается вот буквально миллиметр. Возьмете больше, просто оно, во-первых, видите, вот здесь вот загнуто идет и будет плохо прилегать. Здесь вот тоже надо оставить вот этот зазорчик, потому что иначе, ну, где-то в палец, наверное, толщиной, иначе не закроется, зеркало не сложится. Вот.